Всем привет! Это подкаст «Психология фриланса» и с вами я, Аня Балакина. И сегодня я буду отвечать на вопрос подписчика моего телеграм-канала, как определить, какие из моих целей являются истинными, а какие навязанными. Я знаю, что этот вопрос задают себе многие, и я часто с этим работаю в своей практике, поэтому я решила на эту тему записать подкаст отдельный. Итак, сегодня мы с вами будем разбираться в двух основных понятиях. Первое – это ценности, и второе – это цели. И больше, конечно, мы с вами будем говорить именно про ценности, потому что именно на основании ценностей мы и будем с вами определяться, какие из ваших целей, если вы еще не запутались, являются истинными, а какие навязанными. Итак, что такое ценности? Ценности – это смыслы, согласно которым мы живем, то есть то, что для нас важно, то, что мы хотим реализовывать в каждой области своей жизни. И именно с ценностей мы и начинаем этот путь к целям. Потому что если вы сначала будете выстраивать цели, а потом уже под них подбивать ценности, то ничего хорошего здесь не получится. Потому что ценности, они как раз реализуются благодаря целям. То есть если для меня важна свобода, вот моя ключевая ценность по жизни с самого начала, насколько вот я себя помню, это была именно свобода. Свобода в реализации, свобода в том, что я делаю, свобода в праве выражать свое мнение, вообще что-то хотеть, свобода в том, чтобы ставить перед собой амбициозные цели, свобода в том, чтобы давать другим людям жить той жизнью, которой они хотят, свобода в том, чтобы, опять же, другим людям выражать свое мнение и принимать их мнение без критики, спокойно, свободно и вообще без какой-либо доли осуждения, наоборот, с желанием понять, почему именно человек считает это ценным и важным. Потому что все мы с вами разные, и у каждого есть своя правда, так называемая. Вот исходя из того, что моя ценность – это свобода, соответственно, то, что я делаю в своей работе ежедневно, почему моя работа мне приносит такое колоссальное удовольствие, кроме финансового вознаграждения? Потому что я помогаю своим клиентам, и в том числе мои клиенты – это фрилансеры, то есть это люди, которые тоже выбирают эту ценность свободы, помогать им уходить от внутренней несвободы, то есть от такого насилия к самому себе, от трудоголизма, от насилия в том, чтобы жить согласно, опять же, каким-то чужим ценностям, чужим целям, чужим требованиям, чужим установкам, от того, чтобы уходить от этой несвободы, вообще подчиняться законам, которые не откликаются человеку. Мы сейчас не говорим про законодательство той страны, в которой мы живем, да, то есть тут у нас никто не спрашивает, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, мы эти законы принимаем и согласно им живем, то есть это мы не обсуждаем. И вот именно таким образом, то есть сначала была моя ценность свобода, потом уже появилась моя работа, и потом в этой работе я нашла область, назовем так, целевой аудитории, то есть людей, которым я помогаю, которые тоже поддерживают эту ценность свободу. И поэтому у нас получаются такие классные результаты, потому что мы все живем на одной волне с моими клиентами. Итак, давайте разбираться, как же эти цели обслуживают наши ценности. То есть если, например, да, моя ценность – это свобода, а моя цель, например, найти суперстабильную, какую-то суперчеткую, ограниченную достаточно, не знаю, там во времени или вместе работу, то, конечно, это будет противоречить моей ценности, и мне на такой работе будет плохо, потому что я не смогу жить согласно этому смыслу. И вот здесь как раз мы и находим вот этот ответ на вопрос, как же понять, это мои цели или это навязанные цели. То есть если ваша цель является способом реализации жизни согласно вашим ценностям, то есть вашим ключевым смыслом, что для вас важно, то тогда это ваша настоящая цель.
Если же вы понимаете, что ваша цель не поддерживает ваши смыслы, например, если для вас важна семья, да, и семья это такая очень важная действительно ценность для очень большого количества людей, и вы понимаете, что ваша работа, она приводит вас к тому, что вы 24/7 в офисе, что вы вдалеке от своей семьи, от своих детей, от своих партнеров, то, конечно, эта работа, она не будет приносить вам удовольствие, и эта работа не будет поддерживать вашу ценность семья. И понятно, что вам на ней будет сложно, ну, точно сложнее, нежели чем, например, работать на фрилансе или в собственном бизнесе. Потому что в этих двух типах занятости вы можете выстраивать свой график жизни, в первую очередь таким образом, для того, чтобы у вас было больше времени с семьей, чтобы вы могли зарабатывать столько денег, чтобы обеспечивать те потребности, которые есть у вашей семьи, у ваших детей там, или у ваших партнеров. Вот таким вот образом мы с вами и определяемся, да, то есть соответствует это моим ценностям или нет. То есть сначала ценности, потом цели как следствие, как обслуживание этих важных смыслов. Давайте посмотрим сегодня, с помощью каких простых, вот не суперсложных каких-то схем, а простых схем и простых вопросов вы можете определить свои ценности, то есть свои смыслы, что для вас важно. Я приготовила для вас очень простые вопросы, и я уверена, что все с ними справятся. И если уж вы не напишете супер четкий список, не знаю, там из 7 или 10 пунктов, состоящих из ваших ключевых ценностей, то вы точно к этому списку приблизитесь. Хочу сразу сказать о том, что ценности с течением времени могут меняться. Это нормально. То есть не нужно себя пригвождать к этому списку ценностей, которые вы написали в 20 лет, и вам сейчас 40, и половина из них уже вообще не соответствует тому, что для вас важно, но вы все равно идете, потому что когда-то вы этот список написали. Нет, вы свободны в выборе ценностей, и жизнь наша, те события, которые в ней происходят, те уроки, которые мы получаем, ту мудрость, которую мы, опять же, забираем из этих уроков, из этого опыта, из общения, из обучения, она может влиять на то, как будут меняться наши ценности. И если в 20-25 лет для вас, например, ценность семьи как таковой нет. Ну, например, у вас там сложные отношения с родителями, вас никто никогда не поддерживал, и вы не особо понимаете, в чем вообще смысл держаться за семью, и поэтому вы идете своей прекрасной, эгоистичной жизнью к тому, что вам нравится. Но потом что-то с вами происходит, вы налаживаете отношения с родителями или просто понимаете о том, что семья – это круто, что семья – это источник поддержки, источник любви. И если у вас не было этого в вашей родительской семье, то это не значит, что вы не можете это создать в своей собственной семье с партнером, которого вы выбираете, там, с мужем или женой. И не создать вот эту ценность в вашей собственно рожденной семье с вашими детьми, там, внуками и так далее. То есть ценности могут меняться, это нормально, поэтому если что-то для вас было важным там, до, не знаю, там 20-30 лет, а сейчас для вас это не важно, если вы уже за пределами этого возраста, то это абсолютно нормально. Итак, давайте разбираться с тем, как же нам определить эти ценности простыми вопросами. Вот задайте себе вопрос, что вообще для меня важно в этой жизни. Окей, допустим, первое, что вы скажете, это хобби. Это может быть что-то другое, но давайте начнем с хобби. Я буду рассказывать на своем примере и буду приводить, соответственно, для иллюстрации мои ценности, для того, чтобы вы поняли вот эту причинно-следственную связь, как мы понимаем, какие у меня ценности и что для меня важно. Если мы возьмем мои хобби, у меня их не так много, но я все их очень люблю. И первое мое хобби – это чтение книг со смыслом и просмотр фильмов тоже со смыслом. То есть это занимает большую часть моей жизни,
Последнее время я больше уделяю внимание именно книгам, и для меня критически важно, чтобы по прочтении какой-то книги, да, то есть в результате ее прочтения, я поняла для себя что-то новое, что-то важное, что-то открыла. Это помогло мне понимать других людей, помогло мне посмотреть на какую-то ситуацию или на какие-то события с новой точки зрения, и мне это помогает дальше легче воспринимать эти события или похожие, или события такие в жизни клиентов. То есть для меня критически важно, чтобы в книге был смысл. Что это говорит обо мне и о моих ценностях? Первое, что я здесь выделяю, это ценность своего времени. То есть я не читаю литературу, не читаю статьи и посты, в которых для меня нет смысла. Ну, то есть, соответственно, я не подписываюсь на паблики, то есть, в которых, например, идет обсуждение жизни каких-то звезд. То есть для меня это неинтересно. Это не значит, что это плохие паблики. Нет, ни в коем случае. Просто для меня, согласно моей системе координат, согласно моему списку ценностей, это неинтересная и неценная информация, соответственно, я не читаю такие посты, статьи и книги. Но при этом я обожаю биографии каких-то важных для меня людей, и для меня это книги со смыслом. Правда, в основном все эти люди уже умерли, но им есть чему меня научить. И я им за это безумно благодарна. Итак, возвращаемся к списку моих ценностей. То есть для меня ценность, одна из ключевых моих, это время. Соответственно, я, выбирая книги со смыслом, инвестирую свое время только на то, что меня развивает, то, что делает меня умнее, мудрее, ценнее, опять же, как специалиста и разностороннее как личность. Да? То есть, видите, уже здесь новые ценности вырисовываются. То есть для меня ценно время, то, на что я его инвестирую. Соответственно, я к нему отношусь трепетно, и я не делаю или стараюсь, по крайней мере, не делать дел или каких-то действий, которые не приводят меня к моим там, глобальным целям и к моим ценностям. Это первое. Второе. Для меня важно постоянное развитие. Соответственно, опять же, я читаю книги, которые меня развивают. И здесь для каждого это могут быть абсолютно разные книги. Для меня, например, не ценна фантастика. Вот я ее не понимаю. Но есть очень много людей, которые к фантастике относятся очень трепетно и находят там те смыслы, которые для них важны и которые их поддерживают. Но для меня это не так, и, соответственно, я не читаю эту литературу. То есть, если я вижу в описании книги, что это фантастика, я такая, нет, сорян, это не для меня. И иду дальше, смотрю следующую какую-то книгу. Что еще мы здесь слышим? Да? То есть для меня важно время, для меня важно развитие, и для меня важен вот этот процесс познания. То есть я кайфую, когда я обучаюсь, когда я читаю какую-то книгу, когда я смотрю какой-то офигенный фильм со смыслом, с классной игрой, с тем, что я могу забрать оттуда для себя что-то новое. То есть я вот в этом процессе кайфую. И в том числе, например, когда я общаюсь с новыми людьми, я сразу для себя определяю, то есть насколько мне с этим человеком интересно, насколько мы с ним близки, опять же, по ценностям, и, соответственно, насколько он мне может дать что-то новое, интересное об этой жизни. То есть, когда человек, то есть просто где-то там в кафе или на каких-то мероприятиях я знакомлюсь с новыми людьми, то если я понимаю, что мы с человеком не сходимся, то я не буду тратить время на общение с ним. И это не про то, что типа, фу, иди отсюда, ты мне не интересен, ты низкий или какой-то там необразованный. Нет, это не про это. А это и про ценность моего времени, что у меня его не так много, да, то есть, условно 100 лет, да, возьмем за единицу такой участок времени, да, промежуток времени. И
для меня ценна каждая минута. Я просто, если понимаю, что мы с человеком не сходимся во взглядах, то я уважительно отношусь и к своему времени, которое я могу проинвестировать на другого человека, который даст мне больше чего-то полезного, ценного и важного для меня. И я с уважением отношусь ко времени этого человека. Потому что если мы не сходимся, то мы, скорее всего, будем больше стараться, не переубеждать друг друга, но мы вряд ли сойдемся в каких-то общих точках соприкосновения, и тогда зачем? То есть мы не сможем услышать друг друга, вот так, наверное, правильнее будет сказать, и, соответственно, ни ему это не принесет пользы, ни мне это не принесет пользы, и я стараюсь выходить из такого общения и переходить дальше к другому человеку, если это какая-то встреча там по нетворкингу или какое-то обучение или еще что-то. Вот такие ценности можно, видите, легким достаточно для себя путем выявить. Да, то есть если вот мы просто посмотрели на мои хобби, чтение книг и просмотр фильмов со смыслом. Дальше идем. Еще одно мое хобби, которое со мной везде, во всех странах, это рисование картины по номерам. У меня внутри есть творческая жилка, но, к сожалению, она не реализовалась в том, что я умею рисовать картины, хотя мне очень хотелось бы. И я выбрала для себя другую немножко область, в которой я реализую вот эту творческую свою часть. И это, кроме создания там аудио, видео, подкастов и так далее, это картины по номерам. Что для меня здесь важно в этих картинах по номерам? Во-первых, это проект, да, то есть есть у него начало и есть конец. И для меня важно иметь цели и те, которые долгосрочные, потому что они, как правило, очень глобальные такие, да, и важны для меня. И при этом на этом пути к глобальным целям мне важно иметь проекты, у которых есть начало и конец, потому что так мне, где-то спокойнее, скажем так, понимать о том, что так, не все это бесконечно, и есть у чего-то начало, конец, и я такая, так, еще одна картина по номерам, еще один результат. Там, если вы смотрите видео, то вы можете наблюдать, вот у меня сзади висит картина, я не полностью видно, но все-таки всегда на моих видео, последних вот из 3-го сезона, присутствует какая-то картина по номерам, которую я рисовала. И это, то есть это реализация моего творчества, это моя ценность. Следующий момент, который я получаю в рисовании картины по номерам, это мое время для себя. И это тоже для меня очень важно, находить время, чтобы побыть наедине с собой. Потому что через меня, как через психотерапевта, проходят жизни большого количества людей. И мне важно, да, погружаться в эти жизни, но и выходить из них, возвращаться к себе. И вот когда я рисую эти картины по номерам, то я погружаюсь в свою жизнь, а что происходит, а как я себя чувствую, что было важным, что было интересным, что я сегодня узнала и так далее. Иногда я просто рисую, иногда я просто включаю какую-то классическую музыку, от которой я тоже кайфую, и просто рисую, вообще ни о чем не думаю. То есть не то, что я прям, знаете, задрот такой, который сидит такой, а что я сегодня нового узнала? День прожит зря, если ничего не узнала. Нет, у меня такого нет. Бывает, конечно, но очень редко. То есть это мое время наедине с собой, и я его, правда, очень ценю. Его не так много, когда я посвящаю только себе. То есть это мои практики там утренних страниц, это вот как раз картина по номерам, это прогулки могут быть. Но в совокупности, конечно, мне хотелось бы больше, чтобы этого было, но я иду к этому. Следующая ценность – это на отдых. То есть я считаю, что отдыхать критически важно. И если ты не отдыхаешь, значит, ты потом плохо работаешь. Это опять же про меня. Смотрите, ценности – это очень про человека. Для вас это может быть что-то другое. И вы можете не считать отдых ценностью, и тогда, окей, это ваш выбор. И это круто, что вы понимаете, что вам из того, что я говорю, опять же, там откликается, да, а что нет. Что еще? Прогулки на природе, как я сказала, это тоже мое хобби, это поддерживает мою ценность времени наедине с собой, и это ценность, опять же, вот этого отдыха, напитки энергии от природы.
Это тоже для меня важно, быть в контакте с природой. Это часть моей философии, я сейчас не буду в нее погружаться, иначе мы с вами в этом застрянем, и это не имеет отношения к нашей цели, к нашей теме. Еще прогулки на природе – это спорт и забота о моем здоровье, о моем теле. Потому что здоровье и тело для меня важно. Это большая часть меня, которая помогает мне двигаться к тому, что важно для моей головы, для моей души, для моего сердца. Соответственно, я стараюсь поддерживать свое тело в здоровом состоянии. И еще одно хобби, которое я здесь хочу привести как пример, это приготовление еды. То есть как творчество, не как обязанность, да, там, жены или там, дочери или там, еще кого-то, а именно как творчество. То есть опять же, что я люблю пробовать какие-то новые рецепты, новые приблуды, вот эти типа, не знаю, там что-то в блендере смешать, посмотреть, какие-то вафельницы, грильницы и вот все вот эти штуки мне очень нравятся, потому что в этом я опять же выражаю свое творчество и частичку себя. То, что для меня ценность творчества – это то, когда я из частички себя, своей души, своего мировоззрения создаю что-то в этом мире материальное, да, то есть то, что я могу потрогать и кому-то презентовать. Что здесь еще? Какие ценности в приготовлении еды? Это, конечно, забота о здоровье и о собственном теле. Это моя креативность и самовыражение. Это отдых для мозга. И это удовольствие, потому что удовольствие тоже важная и большая для меня ценность. Я считаю, что в жизни должно быть много удовольствия. И я его стараюсь, по максимуму находить. Это было хобби. То есть вы можете задать себе вот эти вопросы, что для меня важно в том, когда я отдыхаю вот именно вот в этих хоббишных моментах. Если мы говорим про работу, например, да, для меня важно быть профессионалом в своем деле. Что это? Это про качество, то есть моя ценность, если я что-то делаю, я стараюсь делать это качественно. И здесь, смотрите, очень важно не путать это с перфекционизмом, то есть делать качественно, насколько я могу сделать это сейчас, в текущих обстоятельствах, при текущих знаниях, при текущем количестве времени и так далее. И для меня это важно. То есть делать качественно все, к чему я прикасаюсь. Если это приготовление еды, значит, чтобы это было вкусно и полезно. Если это работа, значит, чтобы мои знания помогали клиентам понимать то, что с ними происходит, и понимать, как им из этих ситуаций выйти максимально легким и понятным путем. То есть не через какие-то суперумные фразы. Умными фразами я общаюсь с коллегами. С клиентами я общаюсь на нормальном человеческом языке, поясняя им, что с ними происходит, согласно тем процессам, которые происходят в психике человека. Следующее. Для меня важно в работе получать достойную оплату. Какие ценности это поддерживает? Это, опять же, ценность времени, да, то есть сколько я инвестирую в клиента во время сессии и между сессиями, соответственно, если мне нужно что-то где-то узнать, пояснить или подготовить какое-то отдельное там упражнение или какую-то практику. Так часто бывает, что клиенты, все уникальные, и у меня нет набора упражнений, который может подойти всем. Соответственно, я под каждого клиента часто делаю какие-то отдельные практики, упражнения, подборки книг и так далее. То есть это ценность времени. Если я получаю за это достойную оплату, то есть это говорит о том, что я ценю для меня, да, о том, что я ценю свое время. Следующий момент. Получать достойную оплату – это еще поддерживает мою ценность знаний, опыта и вот этой глубины, с которой я подхожу к решению любого вопроса. Если я понимаю, что тема меня интересует поверхностно, есть большая вероятность того, что я не буду в нее погружаться. То есть, например, если я работаю с фрилансерами и предпринимателями, то я погружаюсь во все аспекты именно этой темы.
Меня не интересует тема воспитания детей. Это не значит, что эта тема какая-то плохая или она неинтересная. Она охрененно интересная, но не для меня. И, соответственно, я не инвестирую свое время в том, чтобы читать книги по воспитанию детей, а я инвестирую в то, чтобы узнать что-то глубже про бизнес-психологию и про предпринимательские процессы, про то, как соединить рациональное мышление предпринимателей и психику, как найти там эмоции, как помочь людям в этих эмоциях разобраться и так далее. То есть это моя ценность вот этой глубины знаний. Если я погружаюсь во что-то, значит, я погружаюсь в это основательно, иначе нафига. Но снова, да, это исключительно про меня. У вас может быть другой подход, и это снова круто, потому что мы все с вами разные. Что еще можно посмотреть, чтобы понять, какие у вас ценности? Конечно, это семья. То есть, что для меня важно в семье? Для меня важно, когда меня любят. И одна из моих ценностей – это любить и быть любимой. Вот таким простым вопросом просто, то есть я понимаю, что это моя ценность. Долго, кстати, я не признавала этого, я не замечала это. Но потом, опять же, я меняюсь, мое отношение к семье меняется, мое отношение к любви меняется. И вот сейчас я понимаю, что любить и быть любимой – это моя ценность в принципе, и она больше всего, конечно, выражается в семье, ну и в работе. Для меня важно, когда в семье уважают мое время и уважают меня вообще. То есть ценность самоуважения к личности, уважение, да, если выделять это одним словом, критически для меня важна. Потому что если меня не уважают, то тогда мы не выстроим здесь общение ни в семье, ни на работе, ни где-то за ее пределами. Я уважаю, и меня уважают. То есть эта ценность, она работает в обе стороны, точно так же, как и любовь. Когда мы говорим про уважение ко времени, то здесь опять же, да, видите, повторяется ценность моего времени, потому что я уважаю себя, и я уважаю свое время. И прошу от людей, с которыми я коммуницирую, идти по тому же принципу. Для меня важно, когда мне не навязывают какую-то свою точку зрения в семье. Опять же, да, это бывает не всегда легко, но мы вроде как нашли этот дзен в своей семье. Что здесь для меня важно? Здесь для меня ценность свободы выбора, да, то есть одного из направлений свободы моей ключевой ценности, и уважение к моему мнению, то есть ценность моего мнения. Если я говорю о том, что я хочу жить в той или иной стране, нет смысла меня переубеждать, что я не должна быть в этой стране. Вы можете сказать о том, что смотри, проанализируй, насколько там опасно или безопасно, насколько тебе там будет комфортно, насколько тебе соответствует религия этой страны, там официальная, их законы, их правила и так далее. То есть таким образом, наталкивая меня на определенные вопросы, которые я, возможно, себе не задавала, а просто увидела красивую картинку и такая, все, я хочу в этой стране жить. У меня тоже такое бывает. Но не переубеждать меня в том, что мое мнение неправильное, и я выбрала неправильную страну и так далее, и так далее. Никто, кроме меня, не знает, что для меня правильно, а что неправильно. Точно так же, как и для каждого из вас. Это мое мнение. Опять же, вы можете быть с ним согласны, а можете не согласны. И я всегда, когда записываю подкасты, я всегда говорю о том, что то, что я говорю, не истина в последней инстанции. Вы можете быть не согласны с этим, вы можете не принимать это. Но одна из целей моих подкастов не в том, чтобы вы забрали все мои знания, поместили в свою голову и такой, так, Аня так сказала, так правильно, она прочитала 1485 книг, все, вот можно ей верить. А одна из моих задач – запустить в вас вот этот процесс самопознания и ответов на вопросы, а мне это подходит в моей жизни или не подходит. Вот то, что Аня говорит, это для меня или я вообще про другое, или для меня, например, ценность переездов и свободы передвижения нет вообще. Вот мне круто в моем городе, в моей стране, и я не хочу никуда уезжать. А то, про что она говорит, мне не отзывается.
И отлично. Но здесь важно, и один из эффектов, который я хочу как бы добиться своими подкастами, в том, чтобы запустить в вас вот эти вопросы к себе, чтобы вы больше узнавали себя и увидели, какие вы классные, какие вы разные, какие вы офигенные. Кто-то творческий, кто-то более рациональный, кто-то четкий, кто-то наоборот более легкий. Но это вы, и в каждом из вас есть ценность. И я очень хочу, чтобы вы эту ценность себя увидели в первую очередь для себя, а не для того, чтобы ее потом там продавать, отдавать или доказывать. Это уже на ваш выбор. Поэтому все, что я говорю, не истина в последней инстанции, а лишь мое мнение, которое я сформировала, исходя из своего жизненного опыта и в том числе исходя из своих ценностей. Вот таким достаточно простым списком вопросов вы можете понять, какие у вас ценности. Есть еще тоже достаточно простые вопросы, например, зайти немножко через другое. Что я хочу иметь в своей жизни, чем я хочу обладать? Например, для меня важно обладать возможностью свободно путешествовать и познавать мир. Это опять же про меня. Что для меня это значит? Это значит, что у меня всегда были деньги на билеты, на хорошие гостиницы, на какие-то интересные экскурсии, места и так далее. И какие здесь ценности, опять же, поддерживаются? Свобода перемещения, свобода получать качественные сервисы, потому что я ценю время. То есть качественный сервис сохраняет мне время. Если я живу в гостинице, в которой плохой интернет, значит, я буду тратить много времени на бесполезную штуку, чтобы подключиться к интернету или чтобы посмотреть какое-то видео или текст, или еще что-то. То есть для меня важно, чтобы в гостиницах или квартирах, в которых я живу, перемещаясь по миру, был качественный интернет, чтобы там была удобная кровать с удобными подушками, одеялами и так далее, чтобы там был хороший воздух, то есть чтобы там было окно, потому что для меня это важно с точки зрения, да, то есть видеть в свободе, что рядом с тем домом, в котором я живу, это важность видеть вот эти все пейзажи, и важно, чтобы у меня был доступ к свежему воздуху, это моя забота про мое здоровье, опять же, про тело, это моя ценность. Это про ценность свободы передвижения и вообще любого комфорта. Я человек очень привередливый. Вот история про отдых с палатками – это не про меня. Я обожаю этих людей, я восторгаюсь людьми, которые ходят с палатками, живут в них по 2 недели и больше, но это не мое. Я такая принцесса на горошине. Я могу жить в аскетичных условиях, но недолго. И в этом должна быть какая-то очень важная цель для меня. Потому что для меня комфорт критически важен. Если я хорошо выспалась в хорошем гостиничном номере, с хорошим видом из окна, я хорошо и вкусно и качественно поела, значит, мое тело наполнилось энергией, как физической, так и как бы всеми другими видами энергии. И тогда я могу делать то, что для меня важно. Я могу изучать людей, я могу качественно оказывать свои услуги, то есть вести сессии с клиентами. Я могу зарабатывать деньги на то, чтобы, опять же, путешествовать, узнавать новое, обучаться. То есть здесь получается такой круг замкнутый где-то, да, то есть если мне комфортно, значит, я могу жить согласно всем остальным моим ценностям. Чтобы мне было комфортно, мне нужно для этого зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги, мне нужно комфортно. То есть, ну да, такой определенный замкнутый круг, но он классный, потому что он одно создает другое, и в итоге каждый пункт следующий поддерживает, каждый предыдущий поддерживает следующий, вот так вот правильнее будет сказать. Что еще для меня важно и чем я хочу обладать, да, что я хочу иметь в своей жизни? Это качественная техника. Та же самая история. То есть это телефоны определенных марок, сейчас, чтобы не было никакой рекламы. Это там ноутбуки. То есть это все, чем я пользуюсь, чтобы это было определенной качественной марки. Опять же, почему? Потому что если что-то глючит, это забирает у меня время, а оно для меня ценно, и это забирает у меня силы и энергию, которые я могла бы потратить на обучение, на прогулку, на еще что-то, там, на творчество.
например, или там на общение с клиентами. И поэтому я выбираю качественную технику, стараюсь, по крайней мере, потому что для меня это поддержание моих ценностей и так далее. То есть через простые вот такие вопросы, что для меня важно, например, в хобби, в семье, там, в отношениях с семьей, в работе, через то, чем я хочу обладать, через то, с кем я хочу дружить, через то, кто мне нравится. Если вам нравится, например, какой-то определенный человек, это может быть публичная личность или это может быть ваш друг, задайте себе вопрос, что меня в нем привлекает. Например, меня в нем привлекает там креативность, яркость и смелость в том, чтобы быть собой. Круто. Значит, скорее всего, у вас есть эта ценность, и вы хотите, чтобы ваши цели тоже поддерживали эту ценность, но пока что-то вас там ограничивает, какие-то убеждения, установки, страхи и так далее. Но с этим уже можно разобраться, то есть уже легче, уже понятно, куда копать. А не просто перед нами поле, я не понимаю, что для меня ценно и важно, я, соответственно, не понимаю, куда идти и так далее. То есть вот таким простым образом, анализируя своих друзей, что вас в них привлекает, каких-то звезд или преподавателей, или наставников, учителей, которых вы слушаете, которые вам близки, и, соответственно, спросить себя, а что конкретно меня в них привлекает, в их поведении, в их поступках, в их принципах, и спросить у себя, хочу ли я, чтобы это было в моей жизни, и тогда, соответственно, спросить, опять же, у себя, насколько мои цели поддерживают эти ценности, которые я вижу у этих людей. Через то, чем я хочу обладать, через технику, через какие-то продукты, которые вы потребляете, через недвижимость, в которой вы живете, или движимость. Может, вы в каком-нибудь на доме на колесах путешествуете или живете, и это тоже круто, да, потому что, скорее всего, вам это нравится. То есть через вот такие простые вопросы вы можете понять, какие у вас ценности, и дальше уже с ними играться, как я это называю. То есть выписать их в список, посмотреть, что действительно ваше, что может быть навязанное, что вы по привычке считаете ценным, а на самом деле внутри у вас уже нет вот этого какого-то такого эмоционального отклика на это. И дальше уже взять свой список целей, если он у вас есть, и посмотреть, насколько эти цели помогают вам жить согласно этим ценностям, то есть согласно вашим смыслам. И таким образом вы определяете, истинные это для вас цели или навязанные. Еще раз повторюсь, что ценности со временем могут меняться, поэтому я вам предлагаю делать такое упражнение систематически, хотя бы там раз в год или там раз в несколько лет, для того, чтобы возвращать для себя, что для меня важно. Потому что бывает так, что мы можем, например, там до пандемии мы ставили с вами одни цели, потом произошла пандемия, и у многих из нас ценности поменялись, ну не все кардинально, но что-то поменялось. И важно пересматривать систематически свои цели, особенно стратегические, для того, чтобы не идти на автомате, да, а быть в контакте с собой, и тогда не будет выгорания, ну так, по крайней мере, вероятность его точно будет меньше. Потому что когда мы идем и реализуем наши цели, которые соответствуют нашим ценностям, у нас больше энергии, у нас больше мотивации, у нас больше вот этого внутреннего огня и, соответственно, больше сил на то, чтобы это делать. Мы делаем это быстрее, мы делаем это качественнее, потому что нас от этого прет. И, соответственно, мы получаем эти результаты быстрее и часто даже круче, нежели чем мы вообще надеялись на то, что мы можем получить в результате этого пути. Поэтому изучайте себя, изучайте, что для вас важно, какие у вас ценности, насколько ваши цели и ваши привычки в том числе соответствуют вашим ценностям, насколько вы идете сейчас туда, куда вас тянет, где вам будет хорошо, да, то есть опять же, где будет жизнь согласно вашим ценностям, и тогда у вас будет больше радости, больше мотивации, больше классного настроения, меньше внутренних сомнений, меньше конфликтов и больше счастья и любви как к себе, так и к окружающим.
Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, как всегда, пишите в комментариях, если вы смотрите видеоверсию, и в комментариях к анонсу этого подкаста, если вы слушаете, точнее, его в аудиоформате. Я всегда очень рада вашим комментариям, очень рада вашей обратной связи, потому что это говорит для меня одно, что то, что я делаю, ценно и важно, а это, как вы уже поняли, поддерживает мои ценности. Поэтому не жмотимся обратной связью, пишем, что вам понравилось, что не понравилось, может быть, какие-то интересные открытия, или наоборот, вы подтвердили что-то в своем мировоззрении, прослушав данный подкаст. Для меня это, правда, очень ценно. Все, я на этом с вами прощаюсь. С вами была Аня Балакина. Пока-пока.